Еще в 1970-е годы жители крохотного тихоокеанского государства Науру были одним из самых богатых народов в мире. Сейчас здесь проживает более 12 тысяч человек. По показателям ВВП на душу населения эта страна отстает на 11% от среднемирового значения. Сегодня я расскажу, с чем было связано богатство Наура и почему от него не осталось и следа. Меня зовут Лиза. Всем приятного просмотра. Во всем мире Науру признана самой маленькой независимой республикой в мире и самым маленьким островным государством. А также в Науру нет официально признанной столицы. Поэтому ее функции выполняет город Ярен, на территории которого расположен парламент и единственный в стране аэропорт. И каких-то 40 лет назад это государство процветало и богатело. Жители были освобождены от уплаты налогов, каждый имел автомобиль и получал по 40-50 тысяч долларов. Но райская жизнь жителей Науру вскоре закончилась, и вот почему. В 1906 году в Науру английский геолог Альберт Эллис случайно обнаружил на острове месторождение фосфоросодержащей руды. Долгое время после этого полезные ископаемые в Науру добывали иностранные компании из Британии, Австралии и Новой Зеландии и экспортировали по всему миру. В 1968 году Науру стал независимой страной, и правительство национализировало добывающую промышленность. А к 1980 годам уровень жизни в микрогосударстве приблизился к показателям развитых европейских стран. В конце 70-х годов правительство стало понимать, что месторождения не вечны, но все равно продолжало их разработку, а деньги вкладывало в зарубежную недвижимость. С началом 1990-х спрос на фосфориты начал падать, прежде всего в связи с нарастающим спросом на менее токсичные удобрения. Кроме того, истощились и места добычи на острове. Вскоре местные жители столкнулись с финансовым кризисом. Беззаботная жизнь, которая продолжалась на острове десятилетиями, негативно сказалась на желании бороться с проблемами. Все эти годы им не приходилось трудиться, поскольку всю работу по добыче фосфоритов выполняли мигранты. Остров стал превращаться в кладбище промышленных объектов и старых автомобилей. Если раньше государство лидировало по экономическим показателям, то сейчас Науру лидирует по заболеваемости диабетом среди взрослого населения. На острове нет развитой инфраструктуры, лекарства поступают с перебоями, а летать в Австралию многим жителям становится уже накладно. Чтобы спасти экономику, власти приняли решение превратить Науру в офшор. Также страна начала продавать иностранцам свои паспорта. В результате в финансовую систему проникли десятки преступных группировок и нелегальных организаций. И тогда ведущие страны мира запретили долларовую торговлю с Науру. Экономическое положение удалось немного выправить за счет поданных в Международный суд судебных исков о разрушении экосистемы острова. Так, Австралия в ходе переговоров обязалась выплатить Науру более 100 миллионов австралийских долларов. Великобритания и Новая Зеландия также заплатили в качестве компенсации за экологический ущерб несколько миллионов долларов. Еще одним способом восстановить экономику стала активная внешняя политика. Так, например, в 2008 году президент признал независимость Южной Осетии, а в 2013 году даже посетил Екатеринбург. На сегодняшний день географический центр Науру напоминает лунный пейзаж. От месторождений фосфоритов остались только острые скалы. Их невозможно разрушить и высадить на их месте новый лес. Еще одна проблема – это многочисленные свалки. На вывоз и утилизацию мусора государству не хватает денег. На острове до сих пор находятся запчасти автомобилей, вышедших из строя. Впрочем, совсем скоро экологические проблемы Науру могут отойти на второй план.
По прогнозам климатологов, страна может стать жертвой глобального потепления. Из-за подъема воды в Мировом океане Науру рискует уйти под воду уже в этом веке. Сегодня основными источниками дохода Науру является продажа прав на рыболовство в территориальных водах. Кроме того, значительная часть доходов государства – это помощь со стороны Австралии, Тайваня и Новой Зеландии. На территории острова также проживают беженцы, желающие попасть в Австралию, за что остров получает деньги от Канберры. Ну что ж, на этом мое видео подошло к концу. Напишите в комментариях, знали ли вы про такую страну и вообще, что думаете по этому поводу. А также не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и кнопку в топ. С вами была Лиза. Всем пока!